каждый может помогать людям так же, как и другие. Меня волнует в моем городе, что каждый день пропадают очень много людей, детей. Когда я хожу по улице, мне не очень нравится то, как люди смотрят на бездомных. Мне их немного жаль. И зимой они мерзнут, сидят на скамейках, смотрят в пол грустно. Волонтеры – это люди, которые могут помочь спасти человека. Если бы я был бы волонтером, я бы помогал животным, ветеринарам. Волонтеры могут создать специальные фонды, чтобы помогать инвалидам, детям, сиротам. Супергерои – это отважные люди. Я уважаю супергероев за то, что они делают добрые дела. Но я понимаю, что это детские фильмы. А на смену им приходят волонтеры. Волонтеры – это, по сути, супергерои, но не из сказочного мира, а в реальной жизни. По-хорошему, нам надо зайти вот здесь прям, чуть-чуть углубиться и заскучать. Самое главное, не делать серьезных движений в ту сторону. Иначе мы таки найдем болото под снегом. Оно там впечатляющее. Чем зимний лес отличается от летнего в худшую сторону? Вероятностью неожиданного перелома. То есть летом ты понимаешь, что сейчас будет трындец. А здесь трындец неожиданный. И ты в зоне сюрприза. В большинстве случаев это не страшно, потому что это не такая частая ситуация. Но есть ситуация, когда это очень серьезно. Например, заброшенные конструкции. В заброшенной конструкции мы можем легко и непринужденно встретить открытый люк. Ну и дальше понятно, да? Засыпанный снегом, это будет просто такая ямочка, совершенно не страшно. У каждого поисковика Лизалерт наступает рано или поздно адаптация. Есть вещи, к которым нельзя привыкнуть. 10 раз, 20 раз, 30 раз через это проходишь, 100 раз. Нельзя привыкнуть. Когда мы не успеваем в ходе поисков ребенка. Лиза Фомкина. Лизу нашли слишком поздно, потому что люди не успели. Проблема пропавшего человека заключается в том, что у нас в России есть специальная служба, которая должна этим заниматься, она называется полиция, но у нее совершенно недостаточно ресурсов для выполнения этой задачи. Если ребенок пропадает в лесу, подключается МЧС, подключаются какие-то другие, возможно, службы. Но в общем и в целом технологии поиска в природной среде ни у кого, кроме добровольцев, в России нет. Как бы это ни было смешно, мы первые в мире, кроме каких-нибудь очень специальных военных, кто вообще занялся этим вопросом. А как шум винтов слышно в телефон? Потому что это узкоспециализированная история. И вот эти данные, которые мы скапливаем по ходу наших учений разнообразных, они же уникальны, получается. Да, алло. Ты надо мной. Ты в сервисе, ты надо мной. Ты меня прошел. Мы видим свою страну с высоты птичьего полета. И она у нас огромная и, в общем-то, малонаселенная. Если там внизу начинается какая-то беда, там, где нет людей, мы видим самое начало развития этой беды. Мы пришли к тому, что нужно менять технологии взаимодействия с МЧС, со службой 112, значит, свой хороший штаб организационный. И в 2016 году все это выстрелило. То есть результативно с 15 поднялась до 150, по-моему, человек, найденных за сезон. Никто не искал. Кому везло, выбирались сами. Это огромное пространство нужно прочесывать. Поэтому нам нужно определять эти координаты, это местонахождение очень-очень точно. И самая первая задача нашего отряда – это спасти телефон потеряшки. Телефон потихонечку садится, а потом наступает темнота. Вот, темнота, дезориентированная в лесу, в темноте – это страшно.
Связь неустойчивая. Он подходит как раз и срыв связи. Это пипец как несправедливо. Когда человек пропадает в природной среде с телефоном, он очень хочет запросить помощь. У него есть телефон 112, 112, он набирает и говорит: здравствуйте, я потерялся. Фамилия, имя, отчество пропавшего. И они видят на своей карте, где примерно находится этот человек. Вот внедрен такой сервис. Но точность при малом количестве вышек сотовой связи ничтожна. Ошибки, погрешности достигают километров. Ошибка в несколько километров просто похоронит этот поиск и все шансы человека быть найденным. Есть возможность определения значительно более точно. Она заложена в самой системе GSM-связи. Но закон не требует этого определения, и мы ничего с этим не можем сделать. В случае, если у нас человек пропал, говорит: помогите, я лежу на поле, встать не могу. А мы не можем определить, где он находится. Через суд. Представляете себе расстояния вот эти временные через суд? И те дают данные. Но это уже никому не надо, потому что вот этот лежащий на поле не дождался. Даже летом не дождался. Зимой даже говорить нечего. Самая главная проблема в поиске, самая-самая большая – это время. Надо обращаться быстро. У нас не только большая страна, у нас холодная страна. И зимой у меня нету там нескольких суток на поиск. У меня есть несколько часов. И вот за эти несколько часов мы должны спасти жизнь. Наша задача отработать учебную задачу. Инсульт, телефон включен. Человек подходит, снимает трубку, но не может отвечать. То есть звук работающего вертолета в телефоне достаточно хорошо отображается. Если мы слышим звук своих лопастей, мы знаем точно, что где-то в радиусе 100-200 метров человек точно не подходит. Человек ответил на звонок, трубку снял, и дальше тишина. Что нам остается? Нам остается каким-то образом выявить, где конкретно человек. Есть характерные хлопки воздуха от винтов, от определенного положения винтов. Самая лучшая музыка для нас – это в его телефоне звук наших лопастей. История Лизы Фомкиной. Вы же помните, как это все случилось. То есть он был участником этих событий. И спустя несколько суток они находят тело девочки, и судмедэксперт сообщает им, что 6 часов назад она, собственно, скончалась. И, как я знаю эту историю, осознав то, что ему не хватило нескольких часов, это так разбудило в нем того самого внутреннего человека, который сказал себе, что я должен делать. Да, собственно, вся идея сложилась из двух мотивов. Первый мотив был давнее желание создать историю вокруг семейного корабля, или лодки, которая разбилась. Искали что-то новое, пока случайно однажды Олег не натолкнулся в сети на информацию, история начала организации, Гриша Сергеев и так далее. И он очень был сильно впечатлен, и отсюда появился еще один мощный мотив. Готовимся к дублю, ребят, готовимся. Вот так родилась эта история. Напоминаю, опасные, непонятные для нас места. Помечаем, оповещаем о них, но сами туда не лезем. Для этого есть специалисты. Не увеличиваем страдания, не травмируемся. Но если вдруг что-то подобное происходит, поиски останавливаем. Медицинскую помощь оказывает только врач. Вот он. До его появления. Найденного бегунка, если он вдруг ограничен в движении, мы не трогаем. Разговариваем, успокаиваем словом, ждем доктора. Впечатление от того, что среди нас, в нашем обществе, есть гражданское сознание. Оно, оказывается, живо, оно действует, оно невероятно успешно действует. И это люди, которым просто можно только поаплодировать и поблагодарить их за то, что они делают эту работу за нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужна ваша помощь. Слушаю. Мы из поисково-спасательного отряда ищем мальчика Алешу Слепцова, 12 лет. Это его мама. Это люди, которые
жертвуют своим временем. Это то самое ценное, что есть у тебя. На алтарь чужой беды отдают свои собственные соки жизни. Это, без сомнения, герой. У каждого, кто встретится случайно, хотя бы раз и сгинет навсегда. Своя история, своя живая тайна, свои счастливые и скорбные года. Каким бы ни был он, прошедший мимо, его, наверное, любит кто-нибудь. И он не брошен, с высоты незримо, за ним следят, пока не кончен путь. Как Бог, хотел бы знать я все о каждом. Чужое сердце видеть как свое. Водой бессмертной утолить их жажду и возвращать иных в небытие. Убираем все игрушки. У нас на уроках игрушек нету, это для перемены. Знаете, в солнечном городе. Я кинематографист. Жизнь документалиста тяжелая, неказиста. Я еще подрабатываю педагогом начальных классов в школе. Не надо карандашом тыкать в книжку, Аркаша. Она стоит 15 тысяч. Тудыков. Аркаш, я тебе вынуждена сказать, что в твоей книге прекрасной за 15 тысяч прилипло что-то не очень прекрасное. Это похоже на жвачку, которая успела обрасти жизненным опытом. Мишель, все, садимся, давайте. Давайте, садимся. Я вам сейчас расскажу, кому я именно поеду. И вы можете написать персональную открытку. У меня там есть особенные друзья в домах престарелых, которых я обязательно буду навещать. Есть Игорь и Наташа, которые хотят пожениться, и можно нарисовать открытку Мишель, например, какое-нибудь сердечко в честь того, что они хотят быть вместе. Все, быстренько убирай и одевайся, уже папа идет, на те штаны мои. Ну все, экипаж экипирован, да? Забери сначала вещи, обдуйся, там 3 баула, а потом поднимись на этаж, здесь еще пара баулов и коробка. И это все надо каким-то образом впихнуть в наш багажник. Вещей много, поэтому там давай прояви упис. Как у нас упис-то расшифровывался? Ум, прозорливость, интеллект и сноровка. Вот прояви весь этот комплекс по укладыванию багажа. Наташа и Игорь, у них уже давние такие взаимоотношения любовные. Я вот сейчас приезжала к ним на Новый год, и Игорь мне сказал, что он мне сделал предложение, и что они хотят пожениться. И Наташа кивала, подтверждала, что да, все так. Ей было 3 года, когда ее мать сдала в детский дом. Она мне показывала фотографию, где есть мать, и она ей там в каком-то возрасте черным фломастером закрасила глаза. И она сейчас об этом сожалеет, что у нее вот это единственное изображение матери, она вот его испортила. Ну как я не приеду? Смеешься, что ли, нет? Вечером. Нет, вечером я всегда приезжала, а сегодня видишь все по-другому. Кто тут сидит? Кто это тут сидит? Кто это тут сидит? Одевайся давай скорее. Все, одеваемся полностью, там холодно на улице. Надо одеться тепло. Потом мы разберемся. Наташа Попова – это глухая девушка, которая ухаживает за мужчинами, молодыми инвалидами, прям за маленькой этой палатой, и относится к ним просто вот как мать к своим детям, и создала в этом доме-интернате такой прям дом. Она все деньги, которые она получает, свое пособие инвалидное, она все вкладывает в какой-то вот уют.
Я каждый раз от нее ухожу и чувствую, что я чуть-чуть стала вот получше, чем была. Ей совершенно не место во всех тех местах, где она проводит жизнь. Тавтология, не место в этих местах. Молодая, прекрасная совершенно женщина находится вот все-таки с заточением. Запись. Это вот мы по поводу наших товарищей из дома, из Товарковского дома престарелых и инвалидов. Вы знаете, у них там закрыты сегодня паспорта у медиков на ключ. Нам они дали, там просто не нашли этого ключа, и они нам нашли ксерокс этих паспортов обоих. А ребята у нас в машине сидят. Заявление принимается только по оригиналам документов. Ну, сделайте, пожалуйста, исключение. Это все-таки не роспись еще. Мы их еле... Это столько тяжело было. Он там лежачий, и как мы их собирали сейчас. А на роспись мы уже придем, конечно, с документами. Вы понимаете, дело в том, что нет его прописки. Ладно, мы через пару недель тогда приедем. Может, к сожалению, вот так вот сегодня. Ничего, ладно. Попробовали сейчас. Спасибо. До свидания. 2 недели. Через две недели с оригиналами ваших паспортов. Мы забрали квитанцию на оплату пошлины, чтобы вас зарегистрировали. Мы все оплатим, у нас будет оплаченная пошлина, и вы должны будете взять ваши паспорта, забрать их у врачей. Здесь хорошие женщины работают, они вам все подготовят хорошо, зал потом. Будете жениться весной. Сейчас подадим заявление, а весной в апреле, наверное, да, давайте жениться. В мае, Маш. Или в апреле, или в мае. В мае вообще тепло. Когда соловьи поют. Это такой небольшой дом, в котором живут мамы с детьми. Когда были разные трудные ситуации, большую часть тех мам мы подхватили в роддоме, когда оказалось, что мама хочет быть со своим ребенком. Просто нет сейчас временно того места, куда она может выйти. То мы берем ее к нам. Здесь мамы могут со своими детьми какое-то время проживать. Дети попадают в государственные учреждения, в детские дома, в дома ребенка тогда, когда родители не справились, и просто вовремя никто не подал руку помощи. У меня был фонд, и мы этим фондом устраивали такую акцию «Сухая попка». Мы собирали по районам бесплатно памперсы. И я на своей машине разводил их по всяким детским домам. Таким образом, мы взяли сначала Даню, потом Степана. Дане было 2 года, Степану 3,5. Если ребенок оказывается после рождения в ситуации, когда никакого взрослого нет, то есть он плачет, он пытается найти, вот где тут мой взрослый, который будет за мной ухаживать, то для младенца это очевидно абсолютно ситуация, что он находится в состоянии невыживания. То есть организм ребенка в этой ситуации испытывает огромный стресс, вырабатывает невероятное количество гормона кортизола. И это приводит к тяжелым нарушениям. Я хотел. Осторожно. Я хотел, чтобы не успел выйти. 3-й год Бергит с нами, причем она пришла сразу же в несколько проектов, погрузилась во все. То есть человек с широких границ, с широкой русской душой, несмотря на свое немецкое происхождение. Я приехала сюда из Германии в 93 году. Я работала в консалтинге, бизнес-консалтинге, и ушла. Я решила заниматься совсем другим делом. И начала ходить в детские дома как волонтер. Наставническая система у нас — это 1 волонтер, 1 ребенок, а мне выделили Дениса. Я ходила к нему, познакомилась и с его братом, и с сестрой. Папа уже давно умер, а мама умерла 2 года назад, она болела раком. И тогда мы решили с нашими кураторами, что мы хотим их устроить в семью. И тогда мне стало очень как-то страшно. Я думаю, если мои дети сейчас уезжают, это так неправильно.
И я решила, что своих детей никому не буду отдавать, и начала заниматься оформлением документов. А не знаешь, сколько стоит? 50 рублей. Пошли покупай. Сколько? 15. Одну убирай. У меня есть свои кровные дочери, 3, поэтому я, в принципе, подросток хорошо знаю. А можете вперед пойти, но поговорить надо с Денисом? Мне просто, не знаю, намного прикольнее подросткам. Это очень тяжело, но очень круто. Так, да. А кто дверь сейчас ногой? Нет, я головой. Головой. Короче, там в магазине проблема была. Какая? Денис юбку в карман положил, подумали, украли. Артем очень творческий человек. Он любит там какие-то песни петь. Он сам рэп придумает, очень классно. Я Денису одну ложку в голову кинул, вторую не знаю. Так, а в головы куда она попала? В него, потом я эту ложку взял, опять в него кинул, потом поел и после этого йогурт. Если мне что-то надо, что-то серьезное, я всегда могу просто обращаться к Денису, и шанс, что я это получу, это наиболее вероятно. Вика тоже очень такая осмысленная девушка, она действительно знает много. Тебе нужна нормальная камера. Слушайте специалиста. Она не такая четкая. С Викой у нас единственная проблема. Вика есть не очень любит. Она любит только еду, которая из детского дома. Вика, какое мясо у нас сегодня? А? Собачье. Да. Очень малое количество людей готовы усыновлять таких детей уже в возрасте подростков. Ну, ноги туда. Внимание, терпеливость и желание помочь. Тут самое главное. Все? 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 Они все очень хорошо владеют полностью словарем русского мата. Когда я слышу, я делаю черточку. А они получают у меня карманные деньги. Вначале я хотела за каждое плохое слово 5 рублей у них отнимать, но потом я поняла, что Артем тогда очень-очень быстро в минус уходит, а мы договорились на 2,50. Это история, которая регулярно происходит. Волонтеры время от времени забирают детей в семью. Только в прошлом году у нас, по-моему, 3 или 4 волонтеров забрали детей. И волонтеры обычно перестают помогать. Вот Бергит у нас на своих еще волонтерских проектах осталась. Я не помню кто, но кто-то сказал статистику, что из выпускников в детдомах до 30 лет вообще выживают 10%. По-хорошему, что можно сделать, это просто закрыть все детские дома, поместить всех детей в семьи, чтобы они там нормальную жизнь провели. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. Ребята очень ждут свою новую семью, будущих родителей. Настеньке важно встретить чутких родителей. А после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно. Да. Послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Я жил в Туапсе, фактически маленькая деревня. Много ходил по горам, занимался скалолазанием, водил группы, еще там всякими вещами занимался. Познакомился с Александром Васильевичем по интернету. Начиналось это и действительно с какого-то волонтерства, то есть я приезжал, помогал Александру Васильевичу решать его проблемы, какие-то такие вещи элементарные. Вот, дорожка. Она не прочищена. А там дальше прочищен кусок. Но там заехать на него невозможно. Потому что заезд тоже не прочищен. Ну, давай попробуем. Невозможно. Невозможно! Да очень тяжело. И не по таким пердям проходили. Кавказ прошли, все прошли. И здесь пройдем. Прошли. В научной жизни он величина. Он философ, доктор психологических наук, член международной информатизации при ООН, доктор Саскуаханского университета. Вот. Но при этом в бытовом характере он вот, ребенок, реально ребенок. И вот вдвоем мы ухаживаем за нашим ребеночком Суворовым. Розетка за тумбочкой. Фильтр-то не запили. От Суворова мне привезли письмо, конвертики в таком. Открываю, а там письмо по Брайлю. Человек слеп и глух. Я вообще впервые в жизни видел этот шрифт Брайля. Расшифровал и понял, что это стихотворение называется «Дом». Ни капли не верю в чудо, кому-то молюсь порой. Возьмите меня отсюда, возьмите меня домой. Я понял, что Александра Васильевича нельзя оставлять в этой ситуации. И переехал жить сюда, в Москву, к Суворову. Окончил учебу, работаю в том же самом университете лаборантом с Александром Васильевичем. Татьяна, жена моя, она тоже посильную помощь в этом предлагает. Это вверх. И так всегда. Твой педантизм меня угробит когда-нибудь. Какой такой педантизм? Тут вверх. А, ну не вырывай ногами, классно, в дисплей. Он помогает, где выступать, лекции читать и так далее. Все больше функций переходит к нему. Он даже начинает излагать в аудитории некоторые теоретические моменты, которые раньше были только моей прерогативой. Это уже признаки духовного родства, духовного сыновства. О чем завтра выступать будешь? Тема задана. А что я там буду говорить? Ничего? Разберемся. Вот не надо разберемся. Знаю я тебя. С места в карьер. Давай, Олег, за меня лекцию веди. Давай-ка ты мне сразу скажи, на что мне завтра рассчитывать. Кто такой волонтер? Волонтер – это человек, который помогает здесь и сейчас, вот, но надо понимать, что человек живет не только тогда, когда есть рядом с ним волонтер. Человек живет как до волонтера, так и после. Вот. И, наверное, поэтому я стал семьей с Суворовым. Я очень часто ухожу в горы.
Потому что в горах там, во-первых, нет суворова, во-вторых, там другой мир, в который можно просто пришел туда и отключился совсем от всего. Потом возвращаешься, то есть и вот такое резкое переключение, оно помогает. Волонтерство, добровольчество в разных сферах должно точно перестать быть чем-то необычным. Им не все равно, они нормальные, они хотят жить в нормальной стране, в нормальном обществе, где их детям безопасно, где там лес не горит там, возле моего города. Уже весной 2010 года было понятно, что год будет очень тяжелым. Мы тогда организовали первую противопожарную экспедицию. Мы едем из окон машин, видим огромные выжженные поля. Практически до горизонта черная выжженная трава. Полночи воюем и отбиваем этот населенный пункт. Все уставшие, все чумазые, мы едем дальше, видим следующее зарево, останавливаемся тушить. Мы пытались привлекать к этому внимание, но, в общем-то, это просто встречало какое-то полное равнодушие и попытки просто сохранить лицо, сохранить отчетность. Нет, у нас не горит, все в порядке, не сейте панику. Тогда началась та самая катастрофа с задымлением крупных городов, с задымлением Москвы, с резким ростом смертности в Москве. И, к сожалению, эта трагедия, которая очень многих коснулась, прошла через многие семьи. Почти 100 человек погибло непосредственно в огне, и десятки тысяч людей умерли из-за задымления. Но само задымление привлекало такое количество неравнодушных людей, что, по сути, это дало очень мощный толчок в развитии пожарного добровольчества. Движение лесных пожарных растет, развивается, и новые группы появляются в разных регионах по всей стране. И в Бурятии, в Краснодаре, и в Питере. Проходите. Здесь разные карты. Любопытная карта леса России, которая огромную вообще волну протеста со стороны лесников вызывала, потому что на ней видно, насколько мало лесов у нас осталось. Вот эта вся серая зона, это места, где лес должен быть, был когда-то, но практически полностью исчез, в основном из-за нерационального ведения хозяйства, сельского хозяйства в том числе. Ага, не переживай. Сколько до следующей электрички? Главное, постарайтесь не замерзнуть. Все, давай, дедушке и Ильке привет, да? Чем тебе помогать? Ничем. Есть мороженое. А кто это вообще? Называется крапивка или кулис. А ты его ешь? Или он для красоты? Он чисто декоративный. Накатали. Сева звонил, электричка ушла, мы на 5 минут опоздали. Хорошо. А ты который раз за зиму? Который раз за зиму? Спрашивает, посчитать, какой раз в этом году зимой, да, на лыжах. Я да. много. У меня образование как раз про то, как методами физической культуры преодолевать, в том числе барьеры в общении между глухими и слышащими. Если люди перестанут поджигать, то, в общем, я спокойно смогу заняться чем-нибудь другим, детей тренировать. У тебя перчатки есть? Есть, но не здесь. На, чучело. Тушение пожаров действительно такая очень прикладная, очень простая, в общем-то, штука. Она физически иногда трудная. В поликлинике или в больнице врач, конечно, там с упоением записывает целый лист и потом говорит, а чего вы хотите, когда у вас и дым, и высокие температуры. Оп, да, и попробуй прямыми ногами. Оп, оп, отлично. Оп, отлично. А говорил, не можешь. Когда папина голова на траектории. Вещи и документы в офисе загрузятся и поедем 1500 километров, 2 дня. И там на месте уже достаточно много горит, чтобы скучать не приходилось.
Беспомощность иногда возникает, когда смотришь на количество глупости, на количество вот этих мифов. Один из самых опасных мифов – это миф о самовозгораниях. О том, что все горит само. От ветра, от солнца. Либо человек специально поджег траву, либо оставил костер, его не потушил, либо недостаточно качественно его потушил. 2 года назад удалось добиться полного законодательного запрета на бесконтрольное выжигание травы. Первоначально кто-то этот пожар устраивает. Все равно население-то в курсе, что там-то нельзя, жгут где-то на таких, Да, на минеральном на минеральке, а там минеральным нельзя жечь. Но это уж я понимаю, традиция, там как-то, ну, постепенно от нее надо избавляться. Ну уж на торфе это, ну, совсем глупо. Скажите просто своими словами, в 2 словах, чтобы я просто понял, как получилось так. Мы зажгли вон там траву. Ну, в общем, решили полоску выжечь, чтобы безопаснее было, да? Ну, высокая трава, она перекинулась. Что, потом ветер поменялся или что? Да. И дунуло прямо на сараи, на дома, да? Но побежали сами тушить сразу. Конечно. Спасибо вам огромное. А в пожарную звонили? Нет, Пожарку, не конечно, не звонили, звонили. да? Почему? Ну, думали, что сами своими силами. А сейчас погорело полдеревни, как потом людям объясняли? Пожар довольно мощная штука в смысле энергии. Человеческое тело значительно уступает по энергиям, которыми мы можем оперировать, такому процессу, как горение леса. Отходим. Интеллектом мы это можем победить. И когда ты оказываешься тоньше, хитрее, умнее, вот там твой расчет там оправдывается и получается победить, это, конечно, всегда приятно и здорово. Но когда не горит, мне нравится больше. Не надо бояться густого тумана. Не надо бояться пустого кармана. Не надо бояться ни горных потоков, ни топий болотных, ни грязных подонков. Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, а надо бояться быть лживым и сытым. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться. Лишь собственной трусости надо бояться. Я была молодой врач с практически 2,5-годичным опытом работы в инфекционной больнице. Моя мама врач, и она прилетела меня отговаривать от Гватемалы. 3 дня она меня пыталась отговорить, и когда я сказала, что нет, она сказала: ну ладно, хорошо, что хоть не в Эболу. И я, и наш исполнительный директор, мы обе из Уфы, и до сих пор мы живем на деньги от того, что мы сдаем квартиры. Бюджет довольно ограниченный. Когда-нибудь будем жить получше, но пока рис с бобами – наши лучшие друзья. Soy doctora Victoria, esta es Karina y nuestra equipo. Fíjese que nosotros estamos construyendo una clínica aquí cerca en paraje Chinachtajuyup. ¿Usted quiere un precio bajo? Así un... No, queremos una donación. Что-то как-то не уверена. Кто, я? Мне что-то кажется, что ничего не даст что-то. В этом смотри. Все. Serían las, digamos, usted le donó las 5 de estas, pero solo así, solo sería eso. Bueno, ¿y lámparas se puede donar también? No, sería una cosa nada más. Раковина, да? Раковину сказали, там, где плитку битую, может, там и раковину дадут. Ну ладно, все равно. Fíjese que está buena la idea, el problema es que yo no soy de acá. Ajá. Yo soy de Quetzaltenango. Podríamos colaborar con una ducha. Ah, la otra semana sería.
quedan hasta ahorita? Bueno, eso tal vez pasamos próxima semana. Solo nos faltan las reposaderas. Каждая тропическая страна, она имеет свою там специфику. То есть, если ты в Гватемале, там очень много беременных. То есть это их нормальное состояние, поэтому, когда мне волонтеры пишут, я там врач, но вот с беременными я не работаю, мы таких взять не можем. Не было ничего, ни клиники, никаких там медицинских учреждений. Но вот появились мы, и вся медицинская помощь в одном, двух, трех лицах. Поэтому мы как... Ну, сейчас мы не как скорая, сейчас мы как участковая поликлиника навещаем. Pero fíjese que cuando lo vine a sentir como a la hora, bien dormido y ardiendo en fiebre, le empecé a poner trapitos húmedos. Y el día sábado ya no me comió nada. Y póngale de que ahorita se está comiendo el durazno, ya de que a una media hora empieza a vomitar. Ya vomita. Ну, это у него точно геморрагическая лихорадка какая-то, потому что на небе у него все в пятнах. Si este como si es viral. Bueno, dame su mano. Bueno, te vamos a ayudar ahorita. Bueno? Bueno. Джо, может, не будешь стоять? Будешь помогать? Medir 3, poner ahí, ve, 3. ¿Cuánto llevo aquí? 3. Poner 3 cubetas. Muy bien, mirando al frente. Они индейцы. То есть это потомки все индейцев майя. В государственных больницах майя не обслуживают, потому что очень сильная дискриминация. Ya estamos. Está bien. Bien, princesa. Cabal se me fue aquí bajo el pie. Ну, разрезано, мне кажется, просто здесь, видишь? Вот, то есть ее надо будет открыть. Так. Вот, но сначала давай все это помоем. Давай. Ай, тихо, тихо. Gracias. Gracias, gracias. Checulari, chukama bite fukakikri, kolik, malas intenciones, пока не ма, пока чума ба. Самое сложное – это когда то, что ты от них хочешь, противоречит их культуре. Допустим, в Гватемале женщина после того, как она родила, должна, даже можно сказать, обязана находиться в постели 40 дней. У них верят, что если она встала, то все. Злые духи вселяются в нее, в ребенка, вся семья проклята. И вот это вот перебороть, я считаю, у вас здесь заражение, надо, короче, вам пойти, чтобы я вам там что-нибудь выскоблила. Злые духи намного сильнее, чем русская девочка-врач, которая тут врачует. Stop. Stop. Same level. Мы построим нашу клинику, но это самое простое. То есть это сложно, но это самое простое из всего этого сложного процесса, потому что клиника должна функционировать. Чтобы клиника функционировала, в ней должен кто-то работать. Многие слабо представляют, что такое работать вообще в глуши, потому что в нашей российской глуши это все равно другое. У нас здесь там 2 часа до больницы, да, там люди считают долго, а у них 2 дня они идут до больницы, 2 dня это долго. Todo rojo. Todo. Como una rash. Sí, por eso fue que me la llevé al centro de salud. Ajá, ¿y ellos se han mirado ahí o no? Ahí no dan. No da medicina, no hay medicina en el centro. No hay nada. Hasta que sí. No hay nada. Sí, lamentablemente. Гватемала – это не только абсолютная бедность, и болезни, червяки, и там разные страхи. Это прекрасная страна. Это 33 вулкана, и из них 3 действующих. Огромная культура, то есть это культура майя, это все вот эти пирамиды, это национальная одежда. То есть все женщины ходят в национальных юбках. Мне просто очень больно, как врачу, что там люди умирают от тех болезней, которые у нас лечатся легко. То есть там, по факту, ты просто таблетку кому-то даешь, и человек выздоравливает. Просто нет у него таблетки, никто не знает, какую таблетку дать.
Все меня спрашивают, там, ты вот такая, типа, молодец, там, наверное, тебе так сложно. На самом деле не сложно, потому что когда ты вот видишь результат здесь и сейчас, это просто супер ощущение, когда то, что ты делаешь, то, что тебе нравится, приносит кому-то пользу. Мы работаем с детьми, молодежью, и туризм – это такое средство, да, воспитание бережного отношения к природе. В этом году выбросился гренландский кит в центре Сахалина. Мы приехали и увидели, что у него не было хвостового плавника. Очевидно, что этот кит запутался в сетях. Ему хвост отсекло просто. Он погиб от того именно, что запутался в веревках. Новые люди, которые не посвящены в этот вопрос, как мы с вами, да, они думают, о боже мой, кит – это такое большое животное, как ему может повредить, там, не знаю, кусок сети, обмотанный просто вокруг плавника. Веревка запутывается на одном плавнике и просто через спину проходит и опутывает другой плавник. Пока она сильно не врезается в плавнике, вроде ничего страшного, он просто носит на себе эту веревку, но, к сожалению, при движении плавников веревка начала перетирать ему просто вот верхнюю часть головы, и он умер, к сожалению. Добрые мудрецы, моего папу выбросило на берег, и он запутался в сетях. Как быть? Таким переломным, можно сказать, моментом была работа по спасению семьи косаток, зажатых во льдах. В первую очередь, конечно, выехали ребята МЧСовцы. В принципе, это не их основная работа, и то, что они стояли сутки в воде, это, конечно, уникальное явление. Когда они вступили в контакт с этими животными, держали их в руках, то они не могли уже уйти оттуда. Потом приехали волонтеры с различных точек Сахалина, в том числе и наши ребята. Точно так же стояли в воде и помогали вывести последнего кита. И все ждали прилива, чтобы вода поднялась, чтобы его можно было провести и помочь. И что удивительно, мы увидели очень много сахалинцев, которые не безразличны к вопросу помощи животным. В следующем году планируется отлов косаток, то есть вот как? Так, да? То есть, с одной стороны, мы как бы помогаем морским животным выжить, да? С другой стороны, какие-то коммерческие структуры пытаются их продавать в океанариумы для каких-то развлекательных целей. Все равно мы придем к тому, что человечество откажется от содержания животных в неволе. Или можем уничтожить все и только после этого понять, что деньги есть нельзя. Вся веревка должна быть с одной стороны. Всегда, в любой момент мы можем ее выбросить за борт. Если кит нырнет с лодкой, то есть он нырнет с лодкой. В России нет такой системы, которая бы регулировала вопросы оказания помощи морским млекопитающим. До 3 поплавка достаточно, чтобы он там запарился и просто лег отдыхать. Мы решили, а почему бы вот не собраться нам всем вместе и не подумать, как системно нам это сделать, так, чтобы мы могли в случае необходимости помогать морским млекопитающим. Одеваем маску. Когда кита затормозили, нужно резать веревку от головы. Все, что к хвосту, понимаете, мы сейчас обрежем одну веревку, потом вот заикарить его будет вообще невозможно. Мы медвежью услугу больше сделаем. Будет как бы некрасиво по отношению, в первую очередь, к киту. Конечно же, у нас никто не получает зарплату. Все волонтеры. Поехали. Понеслись, сказали, куры и поднатужились. Приходит очень много людей, может быть, кто-то в розовых очках, но в процессе текущей работы понимают объем и ответственность своей деятельности.
остаются не все, но те, кто остаются, такие алмазы, которые, конечно, классно знать, что такие люди вообще есть. Кто сидит на носу, он должен смотреть на кита, смотреть на веревку и говорить: все, стоп, больше не тянем ящик. Молодцы! Я чисто вот деревенский человек, ну и чтобы здесь остаться, нужно что-то создать самой. Сложно поднять людей там на что-то, чтобы что-то сделать, потому что люди элементарно ни во что уже не верят. Уже ничего люди, наверное, не ждут. Наши юные добровольцы из всех закутков вылазят. Так, ну у нас получается 31 человек. Наши волонтеры, наши добровольцы – это наш коллектив, который мы ведем с моей сестрой. Зачем тебе все эти штуки? А я буду краситься. Ты и так красивая, зачем тебе краситься? Еще там будет пудра. Так, ребята, посмотрите своих соседей. Все ли сидят в автобусе? Стас подошел, еще нет Снежаны и Алины, да, я так понимаю? А говорили, что меня одного ждете. Мы сейчас отъезжаем. И мы вот едем по бездорожью порой, вот 5 часов едем, да, там дороги нет. И такая пылища, да, вот в нашем этом автобусе. Все пригорюнилась Алина. И такие все уже умотанные, но когда мы приезжаем в это село, да, и нас встречает там такая толпа детей, которые вот нас прямо ждет, ну, потому что ничего там больше не происходит. Ты не пропускаешь наши занятия. В основном это села, где население 300-500 человек. Есть даже такие села, где проживает 100 человек. В таких селах, как правило, нет сельских клубов. Мы проводим прямо на улице. Нормально? Станцию привозим, там электростанцию заводим, там, да, музыку как бы все подаем. В общем, наше такое желание оживить жизнь, да, в этих селах, где, возможно, не все так ярко и весело. Очень рады вас видеть, а вы? Да! Ну вот видите, как хорошо. И начнем мы с наших ребят и казачьего танца. Поприветствуйте их. Когда вот приезжаешь во вторые, в третьи, в четвертые поездки, они уже знают, что они вот будто бы в хореографическом зале. Конечно, это не зал, да, это сельский клуб, но они уже себя чувствуют, получается так. Приходят как танцоры, да, уже туда. У них все получится, кто-то будет работать в театре, кто-то будет какой-то примой там, да. Видно вот по внутреннему состоянию, что вот прямо вот они готовы творить. С чего начинается сцена? Кто ответит, девочки? С улыбки. С улыбки. А она у вас сегодня с собой? Да!
На первом курсе я пришла в студенческий клуб, и там было направление театр мод. Будем вместе делать моду, это круто, красиво. Мне очень важно, чтобы что-то сделано положительное, что-то сделано на общество. И в этот момент у меня появилась мысль создать студенческий корпус спасателей. Готово? Всегда готова. Я для себя открыла спасательное направление. Девочки, которые модели, очень сильно ревновали к этому направлению. Через какое-то время все те девочки, которые со мной работали в театре мод, они так по чуть-чуть полностью стали спасателями. У нас старшекурсники являются сами и альпинистами, и инструкторами, и спасателями. Прям обученные, и у них есть удостоверение государственного образца. К какому-то моменту они у нас становятся универсалами. Я хочу учить детей первой помощи, уроков безопасности, то есть профилактика. Все то, что нужно для того, чтобы ЧС не случалось. Держишь двумя пальцами подбородок, 2 дыхания. Помнишь, да? Отворачиваешься, берешь воздух, дышишь. Да, молодец. То есть это вот для меня это был обычный маршрут. И я просто смотрю, здание «Зимняя вишня», и я вижу вот эти клубни дыма огромные. Все уже понимали, что есть жертвы. И родственники никто не уходили. Никто. Я поставила себе, наверное, какую-то установку, что все, я железная. Что я не имею права на эмоции. Я не имею права рыдать. У нас обеспечение безопасности на местах массового скопления людей и при этом оказание первой помощи. Мы полностью огородили весь периметр. Ездили в больницы, написать списки, чтобы родственникам сообщать, что да, нашли там такого-то, он вот там-то. Мы сделали пункт временного размещения для родственников, чтобы родственники могли лечь, отдохнуть. Выхватывали любых детей, чтобы состыковать родителей, детей, там, родственников. И они все друг друга искали, их находили, сводили друг с другом. На самом деле не было до конца осознания, до конца понимания, а кто мы, а что мы делаем, какую пользу для общества. Когда вот все это произошло, внутри сформировалась фраза о том, что все, что мы делали за все эти 3 года, это ради одного случая. Вот ты нужен один раз, ты пришел и сделал все правильно. Мы все взаимосвязаны. Волонтер, это какое-то особое такое состояние, когда ты чувствуешь другого человека как себя, боль другого человека, внутреннее ощущение единства всего в мире и, соответственно, ощущение того, что все сопричастны, все связаны, и поэтому легко отдавать. В Тульской области, в Богородицком районе, есть большой дом-интернат для престарелых, для пожилых людей и для инвалидов. Они там объединенные. Здравствуйте. 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 И как волонтер фонда познакомилась там с многими людьми. Ты мне самую хорошую рубашечку одела, Алешенька.
И мне очень понравилась девушка Наташа. И узнала, что с одним из этих людей у Наташи многолетняя любовь. И они на Новый год решили пожениться. Он сделал предложение Игорю Наташе. Погода вообще отличная. Ну, гуляемся сегодня, надышишься. Я стала помогать. Я возила ребят подавать заявление в ЗАГС на регистрацию брака. И все шло хорошо, вплоть до дня свадьбы. А вы не знаете ничего? Что? Вам не говорила ваша дирекция, что им запретили свадьбу? Когда вот с утра позвонили из интерната, долго не представлялись, говорили, что свадьба для идиотов невозможна, никакие идиоты жениться не будут. И звонил, собственно, опекун жениха нашего, он же заместитель директора интерната. Сегодня ЗАГС отказал в свадьбе, сегодня ее не будет. Сегодня не распишут. Сегодня не будет росписи у вас. Скажи ей, покажи, как ты показываешь. Потому что, когда ты вот попадаешь в такое место, ты автоматически становишься недееспособным. Мы не будем плакать, ладно? Это будет попозже, надо подождать. Надо потерпеть и подождать. Вы терпеть умеете тут все. И опекун – это директор интерната, либо его заместители. Это люди, которые, собственно, которым ты теперь принадлежишь, и вот которые за тебя как-то живут твою жизнь и решают, что ты там идиот, ни на что не способен, и должен где-то тихонечко гнить. Ничего нельзя, кроме как поесть 3 раза в день из алюминиевой миски. Больше у них никаких возможностей в этой жизни ни для чего нет. Игорь, мы все это изменим, слышишь? Просто надо терпеть, и как-то мы все это исправим. Это займет какое-то время. Вас поженят, слышишь? Ты не расстраивайся, это будет просто позже. Сегодня мы погуляем, хороший день проведем. В принципе, я думаю, что зрителям будет многим сложно воспринимать эту историю. Потому что он какой-то на первый взгляд такой общепринятый, ну какой-то он же не такой неправильный, на коляске как-то говорит не так, улыбается как-то, наверное, мне кажется, очаровательно, обаятельно. Это невероятный совершенно, ну как бы объем души, что ли, который в них живет. В этом их, на мой взгляд, наверное, слабость в нашем мире, потому что мы с вами все отрастили такие большие головы, и у нас так много рацио, что мы все рассчитываем и просчитываем, и мы даже часто и не знаем, где у нас душа-то находится. Он официально был записан в законе «необучаемые». Я точно знаю, что необучаемые, как правило, персонал этих учреждений, и их реально переучить смотреть на этих людей как на людей очень сложно, практически невозможно. Единственная их перспектива такого человека – это как овощ лежать в кровати и смотреть на белый потолок. Все. Этот диагноз, он такой приговор. Алёш, все хорошо? Да. Да? Молодец, молодец. Ты мой хороший, умничка. Умничка. Пойдем. Если вы пойдете в ПНИ, то бреют в дальних. ПНИ – это везде, это, в принципе, концлагерь, то есть они все бритые. И без зубов. Он не такой. У него умственная отсталость и еще 35 диагнозов, которые изначально делают его неким существом, не человеком. Ну что, пойдем, да? Пойдем в сторону ЗАГСа потихонечку. Зачем плодить уродов? Такое же отношение к этим людям. С Натальей Викторовной тогда говорите, только говорите четко, она по губам читает. Читаете по губам? Да? Значит, смотрите, у Игоря Анатольевича есть решение судебного органа о том, что он признан недееспособным. Решение суда от 2001 года. Понимаете? В связи с тем, что законодательство Российской Федерации, 14 статья Семейного кодекса, у нас указывает о том, что если у нас хотя бы одно из лиц, которое хочет вступить в брак, имеет решение, по решению суда признан недееспособным, такой брак заключить нельзя. Нельзя. С этим лицом заключить брак нельзя. То есть вступить в брак нельзя. На основании этого я вам даю официальное
извещения, форма номер 37. Вы поняли? У нас сейчас юрист будет с вами работать, который занимается правами людей с ограниченными возможностями. Но это займет время. Угу. Что тебе надо делать? Ждать и держаться, и не сдаваться. Хорошо? Мы победим. Сдаваться пока еще как бы совсем рано. Понял? Да. Угу. На самом деле в этом, ну как бы это не фокус, такие люди женятся, живут вместе и чудесно живут. Сейчас мы ездим по разным городам и весям, рассказываем, как надо с такими людьми, как не надо директорам вот таких интернатов, ругаем. Приходи на меня посмотреть. Приходи, я живая. Мне больно. Этих рук никому не согреть, эти губы сказали «довольно». Каждый вечер подносят к окну мое кресло. Я вижу дороги. У тебя ли упрекну за последнюю горечь тревоги? Не боюсь на земле ничего, в задыханиях тяжелых бледнее, только ночи страшны от того, что глаза твои вижу во сне я. И резко. Стой, 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 стой. Подожди, не спеши. Готовы? Все, так оставляем. Фу, слава тебе, Господи. Раньше деревянные храмы были везде. В 16 веке, в 15 веке. В основном строили это из дерева. Такие же храмы стояли в средней полосе. Просто они до нас уже не дошли, а на севере они сохранились. Нет, на всякий лучше сделать запасом, чтобы нам можно было это время укоротить в случае необходимости. Ну да. То есть, вот если мы сейчас так запилим, у нас уже это длина столбовой. Мы можем пока его вообще сейчас не запиливать, собрать ту часть, как бы поставить. Основная масса населения, конечно, им некогда. У них заняты своими делами, там, у всех там, семьи, дачи. Они живут своими заботами, повседневными. А то, что рядом гибнет культура, да, ваша, это же ваша история, ваша родина. Это все исчезает, а им, скажем, ну, не хватает времени, да, что-то сделать. Я приехал сюда молодым, сильным, здоровым. Хотелось что-то делать. Вот видите, даже леса стоят. Это мы их установили, пытались что-то. Но потом выяснилось, что это
памятник федерального значения, на него дунуть даже нельзя. Без согласования, без разрешения. Я понял, что мне просто ничего не получится. Надо очень много сил и средств. Храм ветшает, хороший ветер, и все, он сложится. Село, огромное русское село, настоящее село, вымершее, как вот после атомной войны. Нету ни одного жителя. Сейчас лисы ко мне подходят под окна. Сюда. Волки здесь гуляют сколько их угодно, медведи бегают по полям. Пока стоят храмы, здесь жизнь. Но, к сожалению, люди уходят, храмы разрушаются. Идет великое переселение. Это, к сожалению. Дождик. Грустное интервью. Не хотелось отступать. Проще всего закрыть рубероидом и уехать. Ну, самое простое. А мы надеемся, что удастся сделать работу до конца. Заменить стол, поставить крест. Видишь? Храм 1655-го. 55-го. Переделали его. Вот здесь вот ниже есть надпись. 1994. Они проводят противоаварийные работы. Самые необходимые и вовремя. То есть они как скорая помощь. На свои денежку, там, многие из них студенты, ну, кто-то зарабатывает, есть и предприниматели, но тем не менее они не едут там в Турцию на пляже, а едут к нам на север комаров кормить. Опять! О, он с другой стороны свистит. Ну да, вот видишь, последний ряд досок, который под верхом. Да. Там помнишь, такой есть прорыв, ну, разрыв. Да. Вот этот момент вот так, да. Будем надеяться. Ну, что ты предлагаешь? Мы уже ведь решили, что будем поднимать. Все, поэтому у нас уже нельзя отступать назад. О, мушку поймала. Там у меня вроде как гостиница, и интересно, именует игумен Хилтон, например. У меня есть кошка-катастрофа. Все ее очень вспоминают, когда звонят, спрашивают, как там катастрофушка наша. Первый раз, когда они приехали сюда, он был еще котеночек совсем маленький, а сейчас уже взрослая кошка. Нет, просто сейчас мы делаем просто в полдерева с небольшим запасом, да, вот так под крест. А там по высоте мы можем его всегда сколько надо там это лишнее убрать, правильно? Да. Ну, местное население тоже, когда видят, что приезжают, скажем, из Москвы там, или из Питера там, или из Архангельска, вот они начинают тоже понимать, что ага, вот приехали какие-то люди издалека, и вдруг наш храм ремонтируют, а мы почему не можем? Местные жители вместе с волонтерами объединяются, и в результате открываются храмы. Несколько храмов были отремонтированы, там началась служба. Ну что, поехали? Вам нравится? Конечно. Самое главное. Значит, портативки у всех есть? Да. То есть технологию помню. Условный передатчик. То есть у него есть радиус действия антенн. Все будет хорошо, если мы примем сигнал, входя вот здесь вот, и будем двигаться с этим курсом, то где-то в этом радиусе у нас работает портативка. Любой город, где есть наша маленькая авиация, от Пскова до Хабаровска, любой пилот, в общем-то, у которого есть возможность какая-то, он обязательно отзовется.
Наша задача, чтобы как можно больше живых оставалось. Подходим слева. Когда читаешь собранные данные про человека, да, то есть если там написано «курит», у нас сразу говорят «yes». То есть мы радуемся тому, что вы курите. Значит, у вас, скорее всего, с собой есть зажигалка. Значит, вы можете развести сигнальный огонь. Мы над вами, да? Да. Многие смеются, как можно там потеряться, а большинство людей, которые попадают в эти ситуации, как правило, попадают в тех лесах, где они были. Да, мы вас видим. Так, у вас вода есть? Нету воды, мы 12 часов без воды уже. Идешь, Санюш, ну. Маленькими. Ужас, вообще не люди. Нет, вы представляете, еле иду, увидела белый. Ну как и вы все, думаете? да, и самое силы. интересное, на моей дороге. Так, вот смотри, одна поляночка. Шикарная, да? Да, на первый взгляд. Будем пробовать сюда. Тонет. Тонем. Тонет, да. Полянка на первый взгляд прекрасная, оказалась болотом. Лен! Ух, какие грибы, блядь! Ели совсем, что ли? Второй ходкой. Когда я увидел цифры статистики, то есть это для меня достаточно долгое время оставалось шоком, что за сезон там, в лесах Подмосковья до 900 человек теряется за сезон. Да? Это почти война. Держи, стрелять. Здоровья вам, не теряйтесь больше. Когда-то казалось счастьем просто летать, а сейчас летать с точки А в точку Б там, для меня, например, вообще почти неприемлемо. Мне лично придает жизненных сил помогать. Вижу вертолет. Где видите? Налево-направо говорите. От меня немножко в сторону пошел. Куда поворачивать вертолету? Направо-налево говорите. Налево поворачивать. Налево поворачиваем. Дезориентированные в лесу в темноте — это страшно. Для нас это полная чернота снизу и голос человека. Да, говорите, сколько? Еще поворачивать? Еще. Назад немножко. Знаешь, как вы летели в небо и чуть-чуть назад еще. Так, назад зачем? Нам назад отойти нужно? Мы проскочили? Да. Мы проскочили вас. Так, хорошо, сейчас. Это огромные там пространства нужно прочесывать. Поэтому нам нужно определять эти координаты. Это очень-очень точно, несмотря на то, что это сплошная чернота под тобой. Вон она была впереди. Вон. Я смогу. Сапоги я сейчас принесу. Я еще заходик сделаю, ветер чуть сильный. Я ребенок на руках аккуратнее. Обнаружение погибших детей особенно, это страшная ситуация. То есть, когда 3 дня ищешь, надеешься, а потом бах. Просто кто-то где-то вовремя не поднял панику, кто-то не залез на большую вышку, не начал бить в колокол. Нужно было громко крикнуть: люди, помогите. И ребенок остался бы жив. Да, это наш. Вот смотрите, да, вот станция. Вот сколько они ушли, сколько они пытались выйти. Ты меня слышишь? Отвечай только внятно, громкий микрофончик, чтобы поближе к губам был, хорошо? Хорошо. Согрелись? Понимаешь? Как вот шел из котов, вышел. Ну, Мы его и запутали. а вы откуда прилетели? Вот от самолета, да? Из Москвы. Откуда? Тихо, не торопись. Как настроение? Нормально. Здорово. Как-то и страшно, и круто, все в одном прям флаконе. Ты выходишь, работаешь на отклик. Возвращайтесь обратно на Гинжи. Нашел? Красавчик вообще. Да, найден. Возвращайтесь на точку. Ты же наша красава. И команда с земли: возвращайтесь, найден жив. Вот это «возвращайтесь, найден жив», ну, то есть это словосочетание, то есть оно просто прекрасно. Привет, друзья!
Очень сложно судить природу, откуда берется желание помочь другому человеку. Когда человек видит, что к нему на помощь бросаются люди, которые не получат за это зарплату, которые не ищут с этого какой-то выгоды для себя, такой человек будет верить в жизнь, верить в мир. Мы пытаемся своим творчеством быть полезными. Мы хотим, чтобы оно в каком-то смысле было лекарством для людей. Мы хотим помогать. Дебри, буераки с частниками потромки, допотопные страхи, цвет металлоприемка, тюрьмы да диспансеры, психонарко и онко, зэки и офицеры с ведрами на колонку. Здесь редко откликаются на голоса, сквозь тишину идет отряд поисковый. Ты мне никто, ведь я никто себе сам. В одном подъезде пожизненно незнакомы. Страна глухих лесов, закрытых людей. Где бы вдруг не оказался ты, оказался нигде. Так тяжело, но сильно заглядывать в лица. С миром наедине, так легко заблудиться. Тюрьмы да диспансеры, фуры спят по обочинам. Тащим домой в прицепах груды дел неоконченных. Не до вышли из комы, не до впали в истерику. За искомым потерявшиеся мимо потерянных. В забытых долгостроях, в запущенных рощах. Скольким еще беспомощно петлять. Найти того, кто заблудился, гораздо проще, чем найти того, кто захочет искать. На квадраты мир нарезать, это наша страсть. Так мы слышим беззвучный, безадресный вызов. Прокричаться через бездну ты уже нашлась. Только как перестать нам искать тебя, Лиза? Если незнакомец улыбался тебе в переходе кратко, значит он либо больной, либо хотел выкружить бабки. Если приветлив персонал больницы местной, значит ты столько заплатишь тут, что башка сможет треснуть. Из бизнес-класса играет Вивальди. Ты учился на отлично, но твоя маршрутка сзади. Кабинет начальника, засаленный пиджак. Мы будем интересны, пока есть еще что саджать. Нам покажут войну, сделай погромче телек. Выжить бы самому, не слышать за стенкой истерик. В этот лед окунусь, и пусть двери на 2 замка там ломятся, не открывай, свои не придут без звонка. Мы все друг другу не родня, тут ведь это большое шоу. Как прийти к финишу на зарплату. Ходить по кругу, не прожить и дня тут, если сидя в кресле под пледом не вычислять виноватых. Мы что-то ищем глубоко внутри себя же, в обезвоженных телах, возле пустых колодцев и скважин. Первобытный лес, наша последняя обитель. Жжем сигнальный костер, ведь сами отсюда не выйдем. На квадраты мир нарезать, это наша страсть. Так мы слышим беззвучный, безадресный вызов. Прокричаться через бездну ты уже нашлась. Только как перестать нам искать тебя, Лиза? На квадраты мир нарезать, это наша страсть. Так мы слышим беззвучный, безадресный вызов. Прокричаться через бездну ты уже нашлась. Только как перестать нам искать тебя, Лиза?